Эти очаровательные кашпо делаются очень просто, справится даже ребенок. Берем пластиковое ведерко или жестяную банку. Начну с ведерка. Вот так можно снять развертку. Мне она пригодится для планирования работы, но это не обязательно. Пластик необходимо зашкурить наждачкой. Тонкий слой массы папье-маше поможет сэкономить массу для лепки и будет надежной основой для керамических плиток. Для изготовления вырубки я взяла стаканчик от свечки. Можно взять алюминиевую банку из-под напитков. Размер вырубки 4 на 2 сантиметра. И еще 3 вырубки поменьше, размеры в описании. Для изготовления плиточек можно использовать любую массу для лепки, как покупную, так и самодельную. Накрываем пищевой пленкой, так получается более мягкий край. Думаю, вы сможете найти в доме множество предметов и материалов, имеющих фактурную поверхность. Покажу еще несколько вариантов. Плиточки не сушим. Сразу накладываем на влажный слой папье-маше. В случае, если у вас не было достаточно времени закончить этот этап работы и папье-маше высохло, достаточно слегка смочить его водой для лучшего сцепления материалов. Выкройка помогла спланировать расположение плиточек и рассчитать их количество. Окрашиваю после полного высыхания темно-коричневой акриловой краской, разведенной водой, так, чтобы краска попала во все углубления.
сразу стираю сначала сухой салфеткой скользящими движениями, а затем слегка увлажненной. Покрываю акриловым лаком. Теперь жестяная банка. Здесь у меня масса для лепки даст терракотового цвета. После полного высыхания перед окраской обязательно покройте заготовку акриловым лаком, чтобы сохранить оригинальный цвет. Лак высох, окрашиваем краской, разведенной водой. Даем краске полностью высохнуть и смываем мокрой жесткой мочалкой. Финишный слой лака. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.